Я тут начал готовиться к следующему дрифт-ивенту. Приехал к своему знакомому Вадиму в гараж. Мы переодеваем колеса, уже сделали мои. Взял с собой мелкого. Он будет ездить на Камаро, когда вырастет. Хотя, судя по всему, будет, наверное, на мотоцикле в итоге. Мотоциклы больше, чем тачки, нравятся. Вот мои Федералс, я их откатал в прошлый раз. В принципе, 3 из 4 еще, наверное, можно использовать. Так что одно я выкину, а оставшиеся 3 потом просто переодену на другую сторону. Я сейчас решил просто эти колеса переодеть, потому что у меня будет двухдневный ивент, и на 2 дня нужно нормальное количество резины. Я хочу быть уверенным, что мне точно хватит, что у меня не закончится резина в середине 2-го дня или как-то так. Поэтому я сейчас одеваю новые Westlake на свой дрифтовый комплект и буду на них кататься, а потом просто одену остатки федералов и куплю, наверное, еще пару каких-нибудь дешевых колес, чтобы был еще один комплект уже на ивент, который будет где-нибудь в конце июля или в августе. Вот это BMW Вадима. Вадим, помаши, я сделаю шараут про тебя с твоим инстаграмом. Здесь LQ9, да? Да. Да, с какими-то, короче, тенячками. А? 4? Окей, LQ4. Я думаю, все равно никто из моих подписчиков не знает, в чем разница между LS, LQ там, и так далее. Короче, это мотор от грузовика, который практически как LS, но у него железный блок. И, в общем, это очень крутая тачка, она валит. Мой FRS так не может. Вот еще здесь очень классный Mustang Cobra. Офигеть. Красивая подкапоточка. BMW. Еще одна BMW. Там 2 BMW. Классный гараж. Тоже так хочу. Немножко больше, чем мой. Я уже вернулся от Вадима. Привез обратно колеса, еще не успел их выгрузить. Пришел в гараж, надо поработать над машиной. Довольно давно я начал здесь все разбирать. Потому что, когда ставил колеса обратно, стритовые после последнего ивента, заметил, что заднее колесо очень сильно шатается. Вот, короче, как-то так сейчас выглядит задняя подвеска. Я заказал новую ступицу, снял ту, которая была на машине, потому что я думал, что это дело в ступице. Похоже, нет, как бы вот новая ступица. Она вот так, не получится показать. В общем, да. Вот, она бесшумно крутится. Вот старая ступица. Она издает какой-то шуршащий звук. Хотя новая, наверное, примерно так же делает. Но новая немножко потуже. Ну вот я потрогал ступицу, она вся в смазке, короче, из нее все течет. В общем, я не знаю, в ней это было дело или нет. На самом деле колесо болталось, потому что вот здесь вот этот синий рычаг мегановский, его гайки вот эти стоковые, которые регулировочные, они были не до конца затянуты. Либо они разболтались, либо мне что-то напутали на развале и забыли затянуть. Но самая главная проблема это то, что вот этот привод, это, наверное, здесь не увидеть. Ну, короче, вот этот пыльник, он порван. Я заказал с eBay бэушный привод, он примерно с таким же пробегом, как сейчас на моей машине, поэтому я поменяю только левый. Сейчас буду доставать его и ставить на место вот тот, который пришел, на котором целый пыльник. Я поставил уже ступицу и новый привод на место. Осталось собрать ручник, и в принципе все будет готово. Вот, кстати, старый привод. Сейчас покажу, где он тут был порван. Вот такая красота. Туда летела смазка во все стороны. У меня все колесо было черное, я никак не мог понять, короче, откуда вот эта грязь. Теперь мне стало ясно, в чем было дело. Знаете, что самое сложное, когда делаешь влоги? Самое сложное это снимать то, что ты делаешь, и не пропускать ничего. В общем, ситуация сейчас в гараже выглядит вот так. Я уже закончил с задней подвеской, там все нормально, колесо стоит на месте. Я не стал затягивать рычаг, потому что все равно поеду на развал, и как бы, ну, болтается и болтается, в общем, фиг с ним. Сейчас я ее уже опустил.
и занялся, собственно, своими кулаками. Вот, перед уже весь разобран, левая сторона, там ничего нет. Я снял кулак, его разобрал, снял ступицу, снял эту защиту для тормозного диска. И сейчас собираюсь ставить кулаки PBM. Прежде чем переходить к кулакам, я хотел показать одну штуку. Вот так вот трет тяга стаба об кузов. Здесь тоже все трет, но это терло колесо, это уже давно было, это не свежее совсем. Трет оно, потому что я на последнем моменте увеличил развал еще где-то градуса на 2. И стойка стала ближе к кузову, поэтому вот такая беда. Я сейчас буду думать, что с ним делать, но, скорее всего, просто развал уменьшить, потому что я особой разницы не заметил. Как бы машина как андерстирилась, так и андерстирит, и проще давление в передних колесах уменьшить. В общем, как-то так. Такая мелкая неприятность. Это мои кулаки PBM. Здесь еще куча всяких других запчастей. О, удачно. Это как раз правый кулак. Сейчас посмотрим. Как-то вот так вот он будет стоять. Вот так вот. Да, это правый кулак. Отлично. Какие отличия от стокового кулака? Я их вот сейчас рядом положу, чтобы было видно. Значит, ну, во-первых, очевидно, сошка короче. Во-вторых, здесь 2 посадочных места под суппорта. Можно поставить штатный суппорт. Можно поставить суппорт от Nissan 300 ZX с 4 поршнями. Судя по всему, на максовских кулаках нет места, куда должны прикручиваться пыльники для тормозных дисков. Да, это разочарование. Вот эту штуку придется выкинуть. Я даже как-то не ожидал, что здесь их не к чему будет крепить. Еще вот этот вот угол разный на кулаках. Это как-то, в общем, подстраивает геометрию подвески под занижение. Ну и, конечно, регулируемый Акерман. Вот здесь на сошке хорошо видно. Сюда ставятся вот такие вот шайбы. И в зависимости от того, какую шайбу ставишь, их там 6 штук под разные регулировки. В зависимости от того, какую шайбу ставишь, получается Акерман больше или меньше. То есть это угол, на который поворачиваются колеса, они как бы поворачиваются не параллельно, когда ты едешь, а с небольшим углом между собой, с небольшой разницей. Угол Акермана – это разница, на которую поворачиваются колеса. Когда машина поворачивает, левое и правое колеса, они поворачиваются на разный угол, потому что разные траектории проходят. И, соответственно, в дрифте это мешает, машина немножко тормозит из-за этого. Колеса, чем ближе к нулю угол Акермана, тем лучше машина едет, тем меньше тормозит в заносе. Помимо кулаков нужно поменять еще наконечники, потому что стоковые наконечники не работают с этими кулаками, поэтому я тоже купил максовские наконечники. Вот они здесь в коробке. Наконечник Limit Break Max, и с ними идут какие-то вот эти вот непонятные проставочки. Сейчас я буду пытаться разобраться, как их поставить. Но по идее все должно быть просто. Он подходит на штатную резьбу. Ну, не совсем штатную, у меня тяги Меган, но, в принципе, это не особо играет какую-то роль сейчас. Вот, и, собственно, все. Сейчас осталось только разобраться, короче, что делать с ними и с какой стороны они вообще должны стоять. Над кулаком, под кулаком. Похоже, что над кулаком, и это, видимо, для дропа, чтобы ровно стояло все. Или под кулаком. Да, наверное, все-таки под. Да, штатный стоял под кулаком. Эти штуки для дропа. Осталось только сейчас разобраться, сколько этих шайб мне нужно оставить. Я, в общем, раньше думал, что только китайские запчасти могут плохо подходить. Но, видимо, потому что производство PBM в Китае, у них тоже есть проблемы с размерами. Собственно, вот проблема. Вот этот болт, он никак не хочет залезать туда, куда он должен залезать. Но сейчас он прикручен верхний, соответственно, я не могу поставить нижний. Где-то вот там, с той стороны, да. Вот он вот никак не встает. И нужно будет сейчас взять дремель и немножко подпилить кулак. Я собрал машину, выехал. Сейчас катаюсь, пытаюсь посмотреть, чтобы ничего не стучало и так далее. Пока из проблем это не работающий АБС и горящий чек. Я не знаю, в чем там дело. Мотор не хочет раскручиваться больше 4000 оборотов. Я сейчас покатался немного по улице, вроде ничего не стучит, не отваливается. С АБС, наверное, просто какой-то датчик отвалился.
насчет выворота, я что-то не заметил, чтобы выворот особо прибавился на этих кулаках. Сейчас покажу, сколько его стало. Вот это, в принципе, почти максимум, который я могу использовать. Вообще не так много. На самом деле он поворачивается еще дальше. Примерно вот так. Но там уже начинает скрести колесо. Вот. Ну, в общем, где-то вот так вот это то, что можно использовать. Дальше чем-то он ограничивается. Но колесо видно вот там вот немножко затирает об вот этот пластик. И, естественно, с задней стороны. Мне пришлось поставить RPF One, потому что на роте вообще было невозможно. То есть она совсем жестко скребет. В общем, как-то так. Сейчас пытался найти место, где сделать развал. Я обзвонил очень много контор. Вчера я звонил в Elite Performance, и, в принципе, они говорили, что они могут меня взять сегодня. Но сейчас у них что-то поменялось. Видимо, появился новый клиент. Поэтому они сказали, что приходить только на следующей неделе. Ну вот что это? Это не выворот совсем. Это какая-то фигня. Вот, ну вообще никак не выворот. Я позвонил в Petshop Max, спрашивал у них по поводу того, что у меня там колеса трут и прочее. Все, что они сказали, это поставить больше проставок. Но у меня как бы уже сантиметровые стоят. Я попробовал поставить 2 на одно колесо. В принципе, разница небольшая, не особо там что-то меняется. Я так понимаю, нужно на самом деле рычаги удлинять, чтобы что-то поменялось. Но там уже тяги будут мешаться. В общем, как-то так. Сейчас попытаюсь перенести ноут и прочитать коды ошибок, посмотреть, что ему не нравится, почему у меня загорелся чек, почему ABS не работает, почему машина не разгоняется. В общем, проблем больше, чем решений со всей этой фигней, что я творил сейчас. Вот, ну, будем посмотреть, будем чинить. Короче, я уже домой вернулся из гаража. Датчик скорости на левом заднем колесе сломан, все остальное в порядке. Я уже купил датчик с eBay, его должны до пятницы доставить. И еще заказал проставки 25 мм на морду, чтобы расширить колею, возможно, тогда перестанет тереть. В общем, как-то так. Завтра 4 июля, все отдыхают. В четверг я еду на развал. И надеюсь, что все-таки я буду готов к тому, чтобы поехать на этот ивент в выходные. Прошло уже пару дней, я собрал машину. Сейчас приехал на развал в Dash Up. 10:30 они мне сделают развал, сейчас 10:15. Я с трудом доехал, потому что из-за сломанного датчика скорости машина в лимп-моде. И она пытается глохнуть постоянно на холостых. Холостые не держит. В общем, приходилось подгазовывать, там, левой ногой тормозить и так далее. И ехать довольно далеко было, наверное, километров 10. В общем, я кое-как сюда добрался. Сейчас попытаюсь сделать здесь развал и потом кое-как добраться домой. Вот. Завтра мне должен с Амазона прийти датчик скорости, который, по идее, такой же, только у него другой разъем. Вот. Потому что датчик, который я заказал БУ с eBay, он придет только к следующей пятнице, а мне в эти выходные уже надо ехать на дрифт. Очень классное место здесь. Всякие прикольные тачки стоят. Вот NSX там был, Mustang, там Porsche, Мазерати какой-то. В общем, ну, правильная контора, короче. Я надеюсь, что у них вопросов не будет к моим рычагам и прочему, потому что машина очень низкая. Потому что это реально проблема здесь в Штатах сделать развал на кастом машине. Приходится вот переплачивать, ездить в такие места. Очень печально, короче, закончилась вся эта история с моими подготовками к дрифту, потому что я сейчас только что получил имейл от Амазона, где они очень извиняются и говорят, что мой датчик скорости не может ко мне сегодня приехать, как они обещали, до 8 вечера. А приедет он ко мне где-то между 7 и 10 числами. 7 завтра, так как я на 2 дня купил проходки, возможно, я еще успею в воскресенье поехать. Но это, конечно, большое разочарование, потому что я не знаю сейчас даже, получится ли у меня отменить участие. Это как бы $100. Вот. Можно матюль один раз купить в мотор. В общем, вот такая печаль. Посмотрим, если у меня получится в воскресенье поехать, то я сниму отдельный влог про воскресенье, потому что там будет много дрифта, много тачек и вообще всего много интересного. Вот, собственно, и все. Всем пока.